Всем привет! Сегодня 13 июня и уже не за горами у нас цветение. Мало того, я даже на зилге обнаружил, что уже начинают сбрасываться колпачки. Это 342, вот у нас соцветия уже разрыхляются. И видно, что буквально пару дней и начнется цветение. Так, вот зилга. Сейчас мы найдем колпачки. Вот сейчас попробую сфокусировать. Так, вот. Вот, наверное, видно. В общем, уже колпачок этот сворачивается. И готов уже, как говорится, откинуться. В общем, к вечеру глянем. Скорее всего, уже пару бутончиков начнет цвести. Ну вот, смотрите. Оно уже видно, где заворачиваются вот эти колпачки. Я надеюсь, не отсвечивает, не знаю, должно быть видно. В общем, сегодня начну уже делать обработку перед цветением. Откладывать уже не буду, потому что на следующей неделе, если приеду, скорее всего, будет уже обильное цветение. И уже не обработаешь. Раньше про цветение мне подсказывала альфа, которая у меня была. Ее уже нет. Ориентироваться уже не по чем. У соседей, правда, есть, но она, скажем, без ухода она не так рано зацветает. Поэтому ориентируюсь сейчас по зилге. Что дальше будет, не знаю. Это Алешенькин. Вот гроздь, точнее соцветие разрыхляется. Ну, он буквально, наверное, дня через 4, я так предполагаю, начнет. В общем, так как я приезжаю только по выходным, и у меня идет такая градация неделями, поэтому я в эти выходные обработаю все. Потому что какие-то раньше зацветут, какие-то позже. Аркадия, Кадрянка, они еще позже зацветут, на неделю, может на полторы. Поэтому вот сегодня я сделаю профилактическую обработку. Ну вот Аркадия, у нее, конечно, поскромнее немножко бутоны, но она потом с опозданием зацветет и догонит, и перегонит своими гроздями все. Продолжаю подвязку. Вторая подвязана проволока, уже к третьей подходит. Вот у меня с прошлого года такие проволочки, я их не снимал, я просто тупо к ним все это цепляю. Это на порядок облегчает труд. Ну что, перед цветением это одна из самых основных подкормок. И я пользуюсь классическим рецептом, так сказать, Редамил Голд, Топаз. Значит, Редамил, ну, так как у меня много новых людей смотрит, подписчиков, они постоянно спрашивают, поэтому давайте так вот сразу оглашу. Топаза 4 мл, он у нас вот, он раньше в ампулах продавался по 2 мл, сейчас он вот в таких пакетиках. Вот раз пакетик, два пакетика. Два пакетика надо будет вскрыть и растворить в воде отдельно. Редамил Голд, здесь у меня 50 мл, ой, 50 грамм, пардон, было. Пол порции я уже израсходовал в прошлом году, это осталась половина. 25 грамм на 10 литров, тоже отдельно разводим. Можно добавить антистрессовые препараты Косил, 80 капель, и добавлю обязательно кристаллон. Кристаллон зеленый, 20 грамм на 10 литров воды. Это будет и подкормка. Это все будет у меня в баковой смеси. Тоже все разводим отдельно. Наливаем воды, условно литров 5. Заливаем разведенный кристаллон, Экосил, отдельно разведенный Топаз, отдельно разведенный Редамил Голд. И все это заливаем в баковую смесь. Смешиваем и доводим до общего объема 10 литров. И опрыскиваем перед цветением. Вот это ходовая классическая подкормка. Так как у нас выбор невелик, но все-таки вот эти фунгициды у нас, слава богу, хотя бы есть. Это уже хорошо. Поэтому для первой подкормки перед цветением вот это обязательная процедура. Чтобы цветение лучше прошло, я еще добавлю борной кислоты 10 грамм. И сульфат цинка я добавлю 5 грамм для лучшего
цветение, ну, чтобы цветение лучше прошло, для лучшего опыления ягод. Вот такая гремучая баковая смесь. Это не я придумал ее, есть умные люди, опытные. Это я просто у них перенял, поэтому насчет смешивания можно не беспокоиться. Вот, кстати, лучший фильтр для этого дела — это женские бэушные колготки, чулки. Самый идеальный фильтр, чтобы никакие микрочастицы не попадали, не засоряли фильтр. Так, все размешали. Теперь будем опрыскивать. Главное, чтобы ближайшее после опрыскивания часа 2 не было дождя, чтобы оно успело высохнуть и впитаться. Так, теперь защита по полной. Здоровье дороже всего. Многие посчитают, что нельзя столько смешивать ингредиентов, но посмотрите, результат нормальный. Вот утро следующего дня, поэтому ничего страшного нет. Зато все подкормил и обработал. Ну, конечно, по подкормкам это уже смотрите сами, но обработать от болезней
от аидиума и от милдзю это обязательно. Поэтому это вот самое важное. А антистрессовые препараты и кристаллон, ну это уже просто я от себя добавочку сделал. Просто тупо подкормка. Честно говоря, думал уже сегодня увидеть цветение, но очень сильно похолодало. Вчера очень сильный ветер был и температура упала. И сегодня то же самое. Поэтому, если было тепло, то, возможно, уже первые колпачки бы послетали. Но вот они только-только начинают закручиваться и готовы слететь. Поэтому, ну, как всегда, будет где-то все в середине недели, когда меня здесь не будет. Зато цветам никакой холод не помеха. Вот ирисы красавцы. И розочка. Жена в этом году купила. Очень хотела желтую розу. И вот за домом еще красота. Вот такие ирисы у нас. И вот красавец. Вообще. Глаз радует. Ну ничего. Вот эти 2 дня холодно. С завтрашнего дня вроде бы опять потепление пойдет. Все, на этом видео заканчиваю. Всем пока.